твое окружение. Все ли честны с тобой? Давай посмотрим вместе новый расклад Таро для мужчин. Как всегда, с вами Вика. Настраивайтесь на расклад. Для энергообмена ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями. И смотрим, в каких энергиях вы находитесь. А для записи на личный расклад и на диагностику негатива телефон под видео. Знаете, вот почему-то вас все больше одолевают какие-то грустные мысли, печальные мысли. И посмотрите, ой, какой капец, ребят. Многие из вас, вот несмотря на то, что вы можете даже, хоть и в комментариях, хоть вообще просто по жизни, вы можете доказывать другим, что да нет, я отпустил, я все забыл. Особенно это те, у кого недавно, ну плюс-минус, да, относительно недавно произошел какой-то разрыв, причем здесь измена. Но здесь четкая измена, и вы таки не отпустили, ребят. Потому вас периодически накрывает, потому вы не находите себе места, и почему-то вы все больше мысленно возвращаетесь к этой ситуации. Вот что бы вы ни говорили, что бы вы ни писали, но это так. Кого-то из вас могут накрывать печальные мысли по другим моментам, конечно же, это не значит, что все только за женщинами переживают. Кого-то из вас может накрывать, так скажем, да, по поводу работы, по поводу там еще каких-то проблем в жизни. Ну, то есть, вот сказать, что вы сейчас находитесь, ну, в таком прям суперском приподнятом настроении, ну, я точно не могу. Давайте-ка сделаем маленький опрос как раз. Напишите, ребят, все пишите, какое у вас настроение вот на данном этапе. Не именно сегодня, потому что настроение может меняться. А вот на данном этапе, вот, ну, плюс-минус, да, вот, больше у вас позитивных мыслей, больше грусти, тоски, печали. Вот пишите, вот, что вы считаете нужным. Вы человек, который вот почему-то для себя закрыл будущее. Вот опять же, это понятно, мысленно вы закрыли, да, вы не смотрите в будущее. Опять же, это относится к той информации, которую я только что озвучила. Вот многие из вас живут прошлым. Это не значит, что вот все вы прям страдаете именно за вашей женушкой. Нет. Это значит это значит то, что вы все больше возвращаетесь мысленно к прошлым людям, событиям, к прошлым временам. Может быть, вам когда-то лучше жилось, вы были более счастливы, более молодой и так далее. Ну, то есть, опять же, у кого это как проиграется. Ну, то есть вы повернуты не в будущее, ребят, вот мысленно, как-то вот надеждами, своими стремлениями. Больше вот как-то вот по накатанной идет ваша жизнь. Вот как сложится, так сложится. Кто-то даже опустил руки. Кто-то решил, возможно, даже жить в одиночестве. Осознанное это было такое решение. Поэтому вот почему-то как-то грустно, да, хоть дальше у нас идут более веселые карты, но тем не менее вот грусть, печаль, тоска у многих из вас. Хоть казалось бы, да, новогодние праздники, и это вся мишура, кутерьма. Но нет, вот есть какая-то такая отрешенность, что ли, да, разочарование в жизни, разочарование в людях. Также, знаете, я не могу сказать, что вы такой вот по жизни человек. Просто вот, может быть, данный этап у вас такой с грустинкой немножко, с ностальгией. А вообще вы на самом деле, вы человек, который всегда будет ломиться напролом, если чего-то хочет. Вы человек, который будет до конца, до последнего бороться за то, что нужно, за то, что важно для вас, да, за тех людей, может быть, которые для вас важны. Вы человек, который всегда сделает первый шаг даже в примирении. Вот если вы там с кем-то ссорились, конфликтовали, ну, для вас абсолютно не тяжело извиниться. И даже если вы понимаете, что вы были правы, просто чтобы вот сгладить эту ситуацию. И так было и в семье, так было, ну, вернее, так было, есть и так будет, потому что вы такой человек. У вас нет той самой звезды во лбу, да, короны, у вас нет какой-то гордыни, которая усадила бы вас вот на трон, да, и все, я ни с кем не мирюсь, я первые шаги не делаю, я весь такой царь, да. Нет, у вас такого нет.
Очень цените семью. Я уже даже не удивляюсь, когда у нас вот в раскладах выпадает в сигнификации, да, выпадает семейная карта. О чем это говорит? Что либо же вы цените, да, вот семью, традиции, вы всегда стремились вот в семью, да, вот бежали домой. Вы такой человек, который не будет ходить лишний раз где-то на какие-то гулянки, все в дом, все в семью. И так было всегда. Напишите, ребят, у кого это резонирует. Ну и, конечно же, у тех, кто из вас все-таки настроен на позитив, да, потому что это общий расклад, есть такие, которые могут стоять уже одной ногой, если можно это сказать. Да, кто-то из вас уже стоит одной ногой в браке. Ну, это новый брак. Это проиграется скорее у тех, у кого есть уже новые отношения, и уже вы либо планируете с этой женщиной, ну, пока, может быть, мысленно планируете, а может быть, уже как-то намекали, вот обсуждали эту тему. Даже, видите, двойная карта брака у вас выпала, то есть однозначно вы будете вместе с этой женщиной, с которой вот начали уже отношения, поэтому совет да любовь. Ну и давайте-ка смотреть, мои хорошие, что же за окружение у вас. Все ли честны рядом с вами, вокруг вас? Потому что сейчас такая жизнь, что порой не знаешь уже, кому верить. Да? Уже иногда люди говорят, что сам себе боишься доверять, потому что везде слишком много подлости и обмана, к сожалению. Итак, вот смотрите, ребят, сразу же мне показывает, что вы далеко не всех людей ощущаете такими, какие они есть на самом деле. Есть в вашем окружении люди, которые, ну, скажем так, по-простому притворяются. Есть люди, которые играют роль такого вот друга-приятеля. Это может быть и по работе, у кого-то это друзья могут проиграться. Особенно один человечек, это мужчина довольно крепкий такой, это мужчина, который, ну, он тоже, в общем-то, коня на скаку остановит и в горящую избу войдет. Это человек такой, может быть, довольно крепкой статуры, высокий, физически крепкий, может тяжело физически работать. И вот каким-то образом вы с ним пересекаетесь. Он может втираться к вам в доверие, он может быть, опять же, вашим другом, приятелем, у кого-то, может быть, даже по соседству, но вы, опять же, с ним как-то вот очень тесно, близко общаетесь. Подумайте. Опять же, это общий расклад, помним, ребята, чтобы потом не было никаких недоразумений. Это человек, который вот неискренне к вам относится, абсолютно. Знаете, несмотря на то, что вроде бы у вас и сколько проблем было в жизни, страданий, переживаний, но здесь есть все равно зависть. Потому что зависть есть не только женская, но есть и мужская зависть. Он завидует и вашей вот какой-то внутренней силе, вот каким-то вашим даже чертам характера, чисто человеческим. У него нет таких черт характера, как у вас. Этот человек будет всячески вот стараться, даже, может быть, уже даже кого-то из вас обрабатывает, так сказать, чтобы вы ни с кем не знакомились, вы ни с кем не жили. Вот ему почему-то не хочется, чтобы вы были счастливы, потому что у него самого счастья нет. А ну-ка давайте проверим, он один или с кем-то живет. Смотрите, может проиграться, что он живет, женщина, это может быть неважно, законный брак, там, либо же гражданский брак, но там счастья нет, там иллюзия семьи, иллюзия отношений, поэтому вот ему почему-то хочется, чтобы все были так же несчастны, как он, вот именно в личной жизни. Человек, в общем-то, сытый, здоровый такой, да, но такой говнистый, простите за мой французский. И когда вот у кого-то хоть что-то лучше, но это его бесит, это его коробит просто. Хотя я не могу сказать, что вы как-то очень сильно отличаетесь. Я не могу сказать, что вы прям сильно богаче, чем он. Вот именно как человек вы лучше, вы добрее, вы человечнее, что ли, вы надежнее. А он такой, знаете, и вашим, и нашим, поэтому играет с вами роль, может быть, мнимого друга-приятеля.
но постоянно какие-то палки в колеса вам может вставлять, постоянно что-то нашептывать, вот чтобы вы были в проигрыше. Вы этого можете не замечать, потому что это все делается, ну так знаете, как бы между прочим, это делается как будто просто в обычной такой мальчишеской беседе. От чего-то отговаривает, на что-то вас толкает, куда-то вас направляет, именно словесно. А как вы знаете, что если человека ну, постоянно обрабатывать в каком-то направлении, да, что-то говорить, человек рано или поздно задумается, да, что, ну, а действительно, может быть, мне поступить так, как мне говорят. Поэтому будьте осторожны, осторожны с этим таким своим, у кого-то друг-приятель, у кого-то, я не знаю, там еще какие-то у вас отношения. Но человечек не очень хороший. Есть в вашем окружении у кого-то еще женщина, женщина, которая пытается, ну, с вами то ли флиртовать. Вот она как-то так к вам относится, знаете, вот как к игрушке. Вот такая вот игрушка, да, вот с которой она хотела бы позабавиться. Ну вот по-другому я никак это не назову. Вы интересны, вы симпатичны. Давайте сейчас уточним. Ух ты, она еще и замужем. Она еще и замужем. Знаете, эту женщину, я думаю, вы многие интуитивно прочувствуете, что как бы она к вам ни клеилась, как бы она ни пыталась оказывать вам знаки внимания, но она такая неискренняя, она такая вот какая-то фальшивая. У нее может быть даже улыбка фальшивая. У нее может быть вот эти вот все заигрывания, но такие неискренние. И вы это отлично чувствуете. Вот эту вот ее фальшивую, такую лживую любовь. Боже, стала утром записывать сегодня видео, и почему-то вот, когда видео записываешь, то ли я еще не прокашлялась, я не знаю, днем как-то такого нет. А вот с утра буду, значит, мешать и кашлять. Далее, кто еще в вашем окружении есть такой, на кого нужно обратить внимание? С кем-то из вашего окружения вы в скором времени попрощаетесь. Кто это? Это еще один предатель. Это, смотрите, у кого-то может проиграться, что это ваша женщина, но эта женщина не новая, это женщина, с которой вы были в давних отношениях, это токсичные отношения. То есть, вот смотрите, как красиво, да, вот легли эти три карты. Женщина изменит, прикроем наготу, изменит и причинит вам дикую боль. Возможно, уже кому-то причинила, но это такие более-менее свежие события. У кого-то может проиграться, ребят, в ближайшем будущем. Опять же, переворачиваем под себя общий расклад, не забываем. Поэтому будьте готовы. Те, кто знает, может быть, подозреваете про измену, может быть, где-то уже какие-то факты у вас есть, может быть, вы чувствуете, да? Но здесь уже либо вы за руку поймаете, ну уже 100% вы будете знать, либо же увидите, да, своими глазами. Да, будет больно, будет обидно, но от этой женщины вы избавитесь. И с одной стороны, это будет какое-то облегчение даже, потому что ну, уже довольно длительный период вы находитесь, ну, в таких вот соседских отношениях, не родственных. Это совершенно не отношения мужчины и женщины, тем более любовь здесь больше не живет. Ну и плюс, конечно же, с предателем вы никогда не будете иметь никаких дел с предателями, потому что для вас хоть мужчина, хоть женщина, неважно. Кем бы ни являлся для вас человек, каким бы самым таким близким, казалось бы, и родственником не был, вы ставите точку без суда и следствия, безоговорочно. Вы не терпите предательства, потому что для вас это неприемлемо. Вы просто не сможете жить с таким человеком. Для вас это будет каторга, правда, ребят? Также еще может у кого-то проиграться, знаете, отпадет какой-то человек, с которым, возможно, уже вы не раз расставались, возможно, вы конфликтовали. Опять же, это могут быть хоть мужчины, хоть женщины, неважно. Это кто-то из вас, мы не будем привязываться, потому что вас много и разные ситуации. Кто-то отпадет из вашего окружения, с кем вы общались.
но это очередной конфликт, какой-то, может быть, очередная подстава, это может быть и на работе даже. Поэтому здесь будет окончательное такое разочарование в человеке, и, ну, здесь вы уже поставите точку и, ну, поймете, что, ну, смысл 150 раз мириться с человеком, если он подставляет. И даже вот эта вот ваша доброта, она все-таки закончится по отношению к этому человеку. Потому что терпение заканчивается рано или поздно у любого человека. И вы это знаете. Ну и давайте еще напоследок немножко посмотрим, кто еще с вами честен или не очень. Ну, смотрите, ваша жизнь... Боже, сколько было боли и страдания в вашей жизни, сколько было вранья и неправды. Вот можно только посочувствовать. А вы знаете, что те из вас, ребят, вот кто особенно крутил когда-то романы, у вас осталась женщина с животиком, с лялечкой. Кто-то знает об этом, кто-то не знает. Можете написать, ребят, вот у кого это резонирует, кто это знает, да, где-то ребеночек на стороне у вас есть. Но, повторюсь, вы можете об этом не знать, потому что женщина, она, возможно, даже с вами тогда, на тот момент, встречалась просто, чтобы забеременеть, и хотелось очень ребенка. Могла это не озвучивать, еще раз повторяю, поэтому, если узнаете, не удивляйтесь, есть у вас ребенок на стороне. Далее, есть какая-то женщина вот в вашем окружении, вернее, она была в вашем окружении, но сейчас, скорее, вы с ней не общаетесь. Женщина, скорее, она могла проиграться у вас, либо же начальница у кого-то, да, ну, может быть, даже знакомая. Опять же, у кого как срезонирует, женщина статусная, однозначно. Вот тоже вы с ней какие-то дела имели. Может быть, юридические, может быть, там еще какие-то финансовые дела. Женщина неискренняя. Здесь... Я скажу сразу, слава богу, что она отпала, да, вот она была в вашем окружении, она вас вот как-то накрыла на деньги. Мы не будем разбираться, что это ситуация, это только на личном раскладе, но здесь подстава. Здесь женщина что-то вам очень красиво напела, да, возможно, она не додала вам денег, не доплатила. Возможно, еще, там, если это ваш бизнес, она как-то провернула что-то не так, и вы недополучили свою прибыль, а, возможно, она получила себе в карман, понимаете? Ну, то есть, человечек, который вот был в вашем окружении, да сплыл, слава богу, человечек был гнилой, человек, который рано или поздно все равно ушел бы из вашей жизни, и флаг в руки, бумеранг она получит за все то, что она делает с людьми, потому что вы не первый, не вы последний, кого она вот накрывала с деньгами, так скажем. Ну и что я могу сказать, мальчишки? В общем-то, поскольку у вас довольно неплохая интуиция, обращайте внимание на свои ощущения, именно на интуитивные ощущения, то, что первое вот вам приходит в голову, это самые правильные наши чувства, эмоции, ощущения, да. Всегда старайтесь открывать душу только проверенным людям, потому что вы знаете, что, ну, даже не только по собственному опыту, вы видите чужих людей, вы видите окружение, вы видите, как много гнилых людей, к сожалению, вокруг, которым порой открываешь душу, а в эту душу плюют потом, да, и какие-то подставы делают. Поэтому, мои хорошие, я вам всем желаю быть только с теми людьми, которые дорожат вами, а вы дорожите ими. Я желаю вам иметь рядом только верных, честных и преданных людей. Ну и, конечно же, простого человеческого счастья. Вот такой был сегодня расклад. Кому понравился, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями. И всем пока!